Страны Балтии, похоже, сами себя загнали в энергетический тупик. В погоне за независимостью в энергетической сфере они столкнулись с новыми, еще более сложными проблемами. Грандиозные планы строительства новых электростанций спотыкаются о различные препятствия. Что же на самом деле скрывается за этими планами? И есть ли шансы у балтийских государств когда-нибудь достичь энергетической безопасности? Эти вопросы оказались настолько интригующими, что привлекли внимание даже Якова Кедми, который недавно выпустил большую статью на эту тему. Мы предлагаем вам некоторые наиболее интересные фрагменты из нее. Министерство энергетики Литвы заговорило о необходимости строительства новой мощной электростанции. Однако в одиночку Вильнюсу такой проект не осилить, поэтому Литва рассчитывает на помощь Таллина и Риги. По словам министра энергетики Литвы Жигимантаса Вайчунаса, совместная электростанция стран Балтии может быть готова к 2030 году. Впрочем, министр тут же оговорился, что предварительные сроки реализации проекта пока не определены. Сейчас речь идет скорее о том, чтобы как можно быстрее запустить какие-либо дополнительные генерирующие мощности. Важно отметить, что Вайчунас говорит не о ядерной энергетике. Представитель министерства подтвердил, что строительство АЭС ни с малыми, ни с большими реакторами не рассматривается. В ноябре прошлого года Вайчунас вновь занял пост министра энергетики. Он известен как сторонник развития зеленой энергетики, поэтому его предложение о строительстве новой электростанции выглядит несколько неожиданно. По всей видимости, ситуация в энергетической отрасли стала действительно тревожной. Причины, по которым энергетики бьют тревогу, довольно очевидны. Во-первых, политическое руководство Литвы, Латвии и Эстонии, а также операторы систем передачи электроэнергии этих стран приняли решение в 2025 году одновременно отключиться от энергосистемы России и Беларуси, БРЭЛ. Времени осталось совсем немного, а страны Балтии пока не могут обеспечить стабильное производство электроэнергии. Проблемы в энергетическом секторе возникают постоянно. Во-вторых, декабрьская авария на электрокабеле EstLink-2, соединяющем Эстонию и Финляндию, в очередной раз подтвердила энергетическую уязвимость балтийских стран. Сразу же после аварии произошел скачок цен на электроэнергию, который ударил по карману потребителей. Перспектив же стабилизации ситуации пока не видно. Вместо того, чтобы искать реальные пути решения проблемы, ответственные лица, такие как член правления Эллеринг Рейга Кебье, предпочитают распространять голословные обвинения в адрес России, Китая и даже кораблей-призраков. Казалось бы, в странах Балтии имеются достаточные генерирующие мощности, включая собственные электростанции и возможности импорта. Однако вся эта система настолько неустойчива, что выход из строя даже нескольких ее элементов может привести к серьезным перебоям с электроснабжением, вплоть до полного блэкаута. Именно поэтому премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил в парламенте о растущей угрозе аварий и диверсий на энергетических объектах. По его словам, каждая такая авария может обойтись национальной экономике в сумму от десятков до сотен миллионов евро. Конечно, после таких происшествий невольно задумаешься о необходимости строительства новых электростанций, сказал Рокас Масюлис, глава Литгрид и бывший министр энергетики Литвы. Именно с его легкой руки эта идея начала обсуждаться в министерстве, а затем была озвучена министром Вайчунасом. Однако циники спрашивают, если Россия и Китай действительно причастны к диверсиям на энергетических объектах стран Балтии, то гарантирует ли строительство новых электростанций их безопасность? Как защитить новую инфраструктуру? Это первый вопрос. Второй. Почему вопросы безопасности энергетических мостов и линий электропередач, связывающих страны Балтии с Европой, не решались раньше? Ответ, как всегда, прост. Не было денег. Финансирование безопасности осуществлялось по остаточному принципу. Даже после того, как Литва, Латвия и Эстония встали на сторону Украины, обострив отношения с Россией, на защиту энергетической инфраструктуры средств так и не нашлось.
Сейчас балтийские и скандинавские страны пытаются в срочном порядке укрепить свою энергобезопасность. Ходят слухи, что планы по защите энергетической инфраструктуры разрабатываются ускоренными темпами. Кале Кильк, председатель правления эстонской компании Elering, сообщил, что стоимость этих работ оценивается в 600 миллионов евро. Операторы энергосетей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши рассчитывают на финансирование из Фонда сплочения Европы. То есть снова надеются на деньги из Брюсселя. Если Евросоюз выделит 600 миллионов, то 200 миллионов получит Эстония, а 400 миллионов – Латвия, Литва и Польша. Если делить поровну, то каждой стране достанется по 133 миллиона. Но договориться им будет непросто, учитывая национальные интересы каждого государства. Кильк утверждает, что 3 высоковольтные линии электропередач между Эстонией и Латвией уже находятся под охраной. В Литве под охраной находится электромост Литпол-Линк в Польшу, интерконнектор Нордбалт между Литвой и Швецией, центр обработки данных Литгрид в Вильнюсе и электростанция Литувос Электрине в Электринай. Официальная Рига также заявляет, что приняла меры по защите ГРЭС, энергосетей, газопроводов и газохранилища в Инчукалнсе. Насколько эти меры действительно эффективны – другой вопрос. Литва уже однажды пыталась скоординировать свои действия с соседями для строительства совместной АЭС. Газета «Версла Жениос» в 2008 году писала: «Желание Литвы получить контрольный пакет акций будущей АЭС вызывает недовольство у Латвии и Эстонии. Литва хочет играть главную роль в проекте, однако в бизнесе, где речь идет о прибыли, такие амбиции не всегда принимаются во внимание». В 2009 году Литва остановила второй реактор Игналинской АЭС. Строительство новой станции вроде как запланировано, есть даже меморандум, подписанный премьер-министрами 3 стран, но конкретных планов нет. Покойный премьер Литвы Гедиминас Киркилас обещал, что новая АЭС будет запущена в 2015 году, но даже количество реакторов на будущей АЭС было неизвестно. Проект АЭС так и не был реализован из-за амбиций Литвы и нежелания партнеров идти на уступки. Этот негативный опыт вряд ли забыт, поэтому, скорее всего, министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчунас вновь пытается возродить давно погребенный проект. К тому же недавно выяснилось, что Государственная инспекция по атомной безопасности Литвы в АТЭСе отправила письмо в МЧС Беларуси с требованием остановить 2 энергоблока белорусской АЭС до тех пор, пока не будут устранены все проблемы, связанные с безопасностью. В АТЭСе настаивает на том, чтобы Беларусь предоставила подробную информацию о мерах, принятых для обеспечения безопасности БелАЭС в соответствии с высочайшими международными стандартами. В этом нет ничего удивительного. Литва выступала против строительства БелАЭС с самого начала, а после введения санкций против Минска в 2020 году такие заявления стали звучать еще чаще. Литва обвиняет БелАЭС в создании угрозы, не уточняя, в чем конкретно эта угроза заключается. Стоит отметить, что благодаря атомной энергетике Беларусь добилась существенного экономического прогресса. По состоянию на январь этого года БелАЭС обеспечивает около 40% потребностей стран в электроэнергии, а доступная электроэнергия – важнейший фактор экономического развития. Когда-то у Литвы была своя атомная электростанция – Игналинская АЭС, единственная в регионе. Однако в 2009 году она была закрыта по требованию Евросоюза. В результате Литва из экспортера электроэнергии превратилась в ее импортера. Уважаемые зрители и слушатели, согласны ли вы с выводами Якова Кедми? Что вы думаете о претензиях Литвы к Беларуси? Делитесь своим мнением в комментариях и предлагайте темы для наших будущих программ. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. Спасибо за просмотр.